Перу, провинция Канас, первая неделя июня. Несколько сотен человек собираются у реки Апуримак и за 4 дня вручную сплетают мост из травы. Не металлический трос, не веревка из магазина. Трава. Мост называется Кисуачака. Висит он над пропастью почти 30 метров в длину, и по нему ходят люди, бегают дети, проводят туристов. А самое странное, этому мосту по технологии больше 500 лет, а возраст самого материала от силы год. Старую траву снимают, новую сплетают заново. Чинить его не реставрация для музея. Это рабочий способ перейти на другой берег, который местные используют до сих пор, прямо сейчас, в этом веке. Я сидел и смотрел видео с этого ритуала, и зацепило одно – как буднично люди передают друг другу свежую траву, без всякого ощущения, что происходит что-то особенное. Просто работа, которую нужно сделать до начала сезона дождей. И в голове застряла одна мысль – сколько еще таких штук вокруг нас, придуманных тысячи лет назад, которые мы продолжаем использовать, даже не задумываясь об их возрасте. Не музейные экспонаты под стеклом, рабочие решения, которые пережили десятки цивилизаций и до сих пор делают свою работу. После Кисуачаки я полез смотреть, что еще пережило века без всякого музейного статуса. Сильнее всего удивил римский бетон, который инженеры объяснили только в 2023 году. То есть 2000 лет он работал без единой подсказки, как именно. Рядом нашелся каменный мост в Греции старше Трои, шумерский холодильник из обычной глины и иранский водовод без единого насоса. В каждой истории старость технологии не недостаток, а намек на то, что решение угадали с первого раза. Эти ребята, кстати, не знали колеса как транспортного средства. Слишком крутые горы, телеги там без толку. Зато они построили дорожную сеть Капакнан протяженностью в десятки тысяч километров. И часть этой сети до сих пор используется местными жителями как обычная тропа между деревнями. Мосты были самой уязвимой частью этой сети. Реки в Андах текут в узких глубоких ущельях, и обычный деревянный настил там просто не сделать, нет опоры посередине. Инки решили проблему веревкой. Точнее, 4 толстыми канатами, скрученными из растительных волокон, которые поддерживали дощатый или плетеный настил, а еще 2 поручнями по бокам. Толщина основных канатов доходила до толщины человеческой ладони, а длина некоторых переправ превышала 50 метров. Этого хватало, чтобы перекинуть мост через настоящее горное ущелье, а не просто узкий ручеек. Специальные люди, хранители моста, освобождались от любых других обязанностей и занимались только ремонтом и обновлением переправы. Работа была тяжелой и реально опасной. Были случаи, когда мастера срывались вниз, латая поврежденный участок прямо на весу, без современной страховки и тросов безопасности. После колонизации почти все такие мосты обвалились или просто исчезли. Материал растительный долго не живет без ухода. Уцелел один – Кисуачака. И не потому, что его законсервировали под стеклом, а потому, что местная община каждый год собирается и переплетает его заново. Это часть их культурного календаря. Многодневный ритуал с участием соседних поселков, который местные жители проводят без перерыва вот уже 6 веков подряд. Когда идешь по такому мосту, он весь трясется под ногами. Никакой жесткости, никакой иллюзии бетонной надежности. Просто упругая сеть из травы, которая держит вес взрослого человека и не рвется. Никто не строит туда бетонный мост. Дорого. Неудобно тащить технику в горы, а трава растет прямо рядом и бесплатно. Технология выжила не благодаря музейщикам. Она выжила потому, что в этом конкретном ущелье до сих пор нет ничего практичнее. Голый известняковый валун, без капли цемента, уложенный так, что собственный вес держит соседний камень в зажиме. Вот чем в Греции решили ту же задачу с перепадом берегов. Никакой травы, никакой ежегодной починки. Этому камню больше 3000 лет. Мост называется Аркадика. Стоит он на Пелопоннесе, и построили его около 1300 года до нашей эры, во времена Микенской цивилизации, то есть задолго до классической Греции, задолго до Гомера, в эпоху, когда в тех краях еще разъезжали на боевых колесницах. Технология там называется ложным сводом. Камни укладывают слоями, каждый следующий ряд немного выступает внутрь по сравнению с предыдущим, пока 2 бортика не сходятся наверху. Никакого раствора, никакого скрепляющего вещества, только точный расчет веса и распределение нагрузки между огромными известняковыми валунами, уложенными методом циклопической кладки. Длина моста – 22 метра. Ширина у основания – больше 5,5.
Сверху до сих пор видны выбитые в камне бордюры, которые удерживали колеса древних колесниц на нужной траектории, не давая им соскользнуть с проезжей части. Я не сразу поверил, что это правда дорожная разметка, а не просто декоративный край, но фотографии показывают именно функциональные борта, стертые многовековым трением колес. Получается, дорожная разметка существовала за 3000 лет до асфальта, просто высеченная резцом, а не нарисованная краской. Мост этот переживал землетрясения, разливы рек, тысячи лет смены климата. И до сих пор стоит на прежнем месте, формально открытый только для пешеходов, но местные иногда проезжают по нему и на машине. 3300 с лишним лет эксплуатации без капитального ремонта. Для сравнения, это примерно столько же, сколько прошло с условной даты падения Трои, если верить традиционной греческой хронологии. Трава у инков живет от силы год, а камень у микенцев – 3 с лишним тысячелетия. Трава гниет от влаги, но гнется и пружинит там, где жесткая опора просто лопнула бы при первом землетрясении. Камень без раствора не гниет вообще, но и не амортизирует, поэтому работает только там, где под ногами твердая скала, а не сыпучий склон. Обе цивилизации, кажется, поняли эту разницу интуитивно, без единого инженерного расчета на бумаге. Жара в Южном Ираке – другая история. Там враг не пропасть, а испорченные продукты. Иракский город Лагаш, бывшая Месопотамия. В 2022 году итало-американская команда археологов копала там древнюю таверну с печью, с керамическими чанами, с местом, где варили и подавали пиво. Возраст находки больше 5000 лет. Среди прочего, там нашелся холодильник. Обычный, на первый взгляд, глиняный горшок по имени Зир, который охлаждает без единого движущегося механизма внутри. Принцип простой. Пористая глина пропускает немного воды наружу, вода испаряется с поверхности, испарение забирает тепло, и то, что внутри, остается холоднее окружающего воздуха. Физика та же самая, что заставляет вас чувствовать прохладу, когда вы ходите из бассейна на ветер. Я сначала не поверил, что разница температур там вообще ощутима без приборов, но шумеры ее заметили 5000 лет назад, без единой формулы термодинамики на руках. Заметили, в таком горшке прохладнее, и довели случайное наблюдение до полноценного бытового устройства, без приборов, без градусников, просто методом проверки на практике. Самое нелепое для 21 века. Такой сосуд до сих пор продают на рынках Ближнего Востока как обычную бытовую вещь, наравне с любой другой посудой. В деревнях без постоянного электричества Зир остается рабочим решением, не туристической диковинкой, а реальной альтернативой холодильнику, там, где холодильник просто негде включить. Современный компрессорный холодильник изобрели чуть больше 150 лет назад, а глиняный сосуд работает без поломок дольше 5 тысячелетий. И единственное, что ему требуется для ремонта, это новый горшок взамен разбитого. Раз уж нашли таверну, там же был и сам напиток, и у него своя история, которая выходит далеко за рамки застолья. Шумерское пиво было частью экономики целой цивилизации. Рабочим платили зарплату пивом, примерно литр в день рядовому работнику, чиновникам пониже рангом вдвое больше, а верхушке и того щедрее. Рецепт сохранился не в виде технической инструкции, а в виде гимна богини пивоварения Нинкаси. Профессор шумерологии из Чикагского университета Мигель Сивил перевел этот поэтический текст, а основатель пивоварни Энкор Брюинг в Сан-Франциско Фриц Майтак попробовал сварить пиво буквально по строчкам гимна, без единого современного технологического допущения. Получилось, хотя надо признать, реконструкция по поэтическому тексту – это всегда интерпретация, а не точная копия. Гимн описывает действия богини, а не пошаговую техническую карту, и часть деталей пивовару пришлось додумывать самому. Крепость у получившегося напитка около 3,5%. Вкус – нечто среднее между современным элем и крепким сидром, без горечи, потому что хмель в те времена еще попросту не открыли. Технология там довольно изощренная. Ячменное тесто бапир запекали, превращая в подобие солодового зерна, потом снова смешивали с бапиром и оставляли бродить, варили получившуюся смесь, отделяли осадок, а готовое сусло еще раз заваривали с медом и вином перед фильтрацией. Пили это все через трубочку. У напитка была плотная шапка из гущи, и без соломинки до жидкости было не добраться. Найденные глиняные кувшины с трубочками-приспособлениями подтверждают это в точности, без всякой словесной реконструкции.
Химические следы пивных остатков обнаруживали на сосудах возрастом более 5500 лет. То есть пиво в этой цивилизации старше, чем деньги в привычном смысле этого слова. Верховое брожение, на котором держится весь современный эль, от пшеничного до портера, прямой потомок именно этой технологии. Дрожжи изменились, оборудование стало неузнаваемым, сортов теперь сотни, а сам принцип брожения солода остался ровно тем же, что описан в гимне богини, у которой даже не было понятия о существовании микроорганизмов. В пустыне глиняный холодильник уже не спасал. Там вопрос стоял грубее – как вообще не остаться без воды? Иран, засушливое плоскогорье, дожди редкие, реки на поверхности почти отсутствуют, а в горах при этом есть подземные водоносные слои. Вопрос – как доставить эту воду к городу за десятки километров, не имея насосов, без электричества, без металлических труб? Персы придумали канат или киарис – горизонтальный подземный туннель, прокопанный с минимальным уклоном, который тянется от водоносного слоя в горах прямо к городу или полям, используя для движения воды одну только гравитацию. Вдоль туннеля через равные промежутки выкапывали вертикальные шахты – для вентиляции и для удаления выработанной породы во время строительства. На стенках этих шахт со временем конденсировалась влага из воздуха и тоже стекала в общий поток, добавляя воды без какого-либо дополнительного источника. Первое подтвержденное письменное упоминание этой технологии сделал греческий историк Полибий около 2200 лет назад. Но историки расходятся в том, когда систему начали строить на практике. По одной версии, еще при первых персидских царях династии Ахеменидов, на несколько столетий раньше письменного упоминания. По другой версии, точную дату назвать вообще невозможно, из-за отсутствия более ранних источников. В любом случае, технологии больше 2500 лет, и за это время принцип не изменился. Никаких насосов, только точный расчет уклона и сила тяжести. Самый впечатляющий из сохранившихся комплексов находится в городе Ганабад. Подземная река там тянется на 30 с лишним километров под пустыней. Без подобных систем такие города, как Йезд или Керман, по мнению историков, в принципе не могли бы вырасти из небольших деревень. Дожди в этих краях редкость, а испарение с открытой поверхности съедало бы любой надземный канал быстрее, чем его успевали бы наполнять. Несколько лет назад иранские канаты включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но настоящее доказательство их ценности не в этом статусе, а в том, что часть систем прямо сейчас продолжает поить деревни без единого изменения в конструкции за 2500 лет. Есть, правда, оговорка. Раньше за обслуживанием каждого каната следило целое сообщество с четко распределенными обязанностями, а сегодня этим занимаются добровольцы, потому что прежней государственной поддержки давно нет, и часть туннелей постепенно ветшает без присмотра. Долина реки Инд, город Мохенджо-Даро, территория современного Пакистана. Построили его около 4500 лет назад. В период расцвета там жило 35-40 тысяч человек, и помимо аккуратной сетки прямых улиц, в городе была развитая система канализации не только для бытовых стоков, но и для отвода дождевой воды, которая в сезон могла бы превратить эти же улицы в болото. Почти в каждом доме, даже не самом богатом, была собственная комната для омовения и туалет, подключенный к общей крытой дренажной системе под улицей. Сточные воды текли по кирпичным каналам, выложенным сверху обработанным известняком для дезинфекции. По оценке некоторых специалистов, аналогов такому уровню коммунальной инфраструктуры человечество не знало вплоть до 19 века нашей эры. А это значит, что в обычных европейских городах, вплоть до индустриальной эпохи, отходы часто текли прямо по открытым улицам. Между этими двумя точками, канализацией Мохенджо-Даро и сравнимой системой в крупных европейских городах, лежит около 4000 лет. Лондон XIX века, до постройки централизованной канализации Базальджета, страдал от вспышек холеры именно из-за открытых стоков посреди городских улиц. При том, что похожая проблема была решена в долине Инда на 4 тысячелетия раньше. И это при том, что сам город до сих пор толком не раскопан. Археологи открыли едва 10-ю часть его территории, а дальше работу законсервировали из-за грунтовых вод, которые начали разрушать находки солью. Если убрать пластик, бетон и насосные станции, схема все еще узнается. Дом, уклон, общий канал под улицей. Современная городская канализация просто заменила кирпич и известняк на более долговечные материалы
и добавила механическую помощь там, где гравитации не хватает. А саму идею отдельной трубы от каждого жилища в общую сеть никто не переизобретал, потому что переизобретать там было особо нечего. Пантеон в Риме. Купол без единой металлической арматуры, диаметром больше 43 метров, который держится на этом самом бетоне почти 19 веков и до сих пор остается крупнейшим неармированным бетонным куполом в мире. Здесь уже не деревенская утварь и не туристический аттракцион, а вопрос, на который ответил научный журнал. Причем ответил совсем недавно, хотя сам бетон работал без объяснений 2000 лет. Римские акведуки – портовые сооружения, тот же материал. И он простоял дольше, чем многие постройки 20 века. Долгое время это считалось просто удачей. Повезло с пропорциями, удачно попался под руку вулканический пепел. В 2023 году команда из Массачусетского технологического института и Гарварда опубликовала в журнале Science Advances статью, которая объяснила механизм. Римляне замешивали известь с вулканическим пеплом не через гашение водой заранее, как считалось десятилетиями, а методом горячего смешивания. Воду добавляли прямо к сухой смеси, и реакция шла с выделением сильного тепла. В бетоне после этого оставались крошечные белые комочки негашенной извести, те самые, которые раньше принимали за брак и неаккуратность древних строителей. Белые комочки оказались не браком, а запасом ремонта внутри самого бетона. Когда в материале со временем появляется трещина, в нее попадает влага. Влага реагирует с этими известковыми комочками, образуют кристаллы карбоната кальция, и эти кристаллы заполняют трещину изнутри, не давая повреждению расползтись дальше. Получается материал, который сам себя ремонтирует на протяжении тысячелетий, без рабочих и без мешка цемента на подмогу. Современный бетон в массе своей такого не умеет. Многие конструкции из него разрушаются спустя считанные десятилетия после постройки, особенно там, где есть постоянный контакт с водой. После публикации в Science Advances строительные инженеры по всему миру заговорили о возврате метода горячего смешивания в производство, особенно для портовых и прибрежных сооружений, где трещины от воды и есть главная причина разрушения. Получается, человечество сейчас заново открывает рецепт, который был доступен любому римскому строителю 2000 лет назад. Просто без понимания химии, которая за этим стоит. В порту или у моря горячее смешивание проигрывает обычному цементу по одной причине – стоимости перестройки целого завода ради метода, который вроде бы работает не хуже нового. Но там, где трещины от воды разрушают конструкцию быстрее, чем успевают чинить рабочие, расчет обратный, и древний рецепт снова выигрывает. Прошлое тут не умнее нашего. Просто трава держит вес и гниет. Камень не гниет и не гнется. Глина испаряет воду и охлаждает. Известковый комок ждет трещину и латает ее сам. И каждый раз кто-то давным-давно угадал именно ту пару свойств, которая нужна в этом месте. Меняли только там, где находили способ дешевле. Трубы вместо открытого канала, обычный цемент вместо сложного горячего смешивания. Где способа дешевле так и не нашлось, древнее решение просто продолжает работать. Иногда как деревенская утварь без всякого пафоса древности, а иногда как строчка в Science Advances, которая объясняет инженерам то, что мастера в Помпеях знали руками, без единой формулы. Меня здесь зацепил не вывод «предки были умные», слишком простой и немного снисходительный по отношению к ним. Зацепило другое. Сколько из сегодняшних новых технологий через пару тысяч лет окажутся такой же тихой рабочей лошадкой, где-то в глуши? Или наоборот, секретом, который придется заново открывать какой-нибудь команде из MIT, потому что мы успеем забыть, как и зачем мы это делали.